Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание значениям цветов на нитках, которые мы с вами носим на запястьях. Что означает каждый цвет, как правильно использовать, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео. В комментариях к этому видео обязательно напишите «Принимаю и благодарю», и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будут полезны и важны. Наверное, каждый из нас слышал когда-то о таком сильном обереге, как красная нитка на запястье. О ее магических свойствах стало известно уже давно. Благодаря ее свойствам многие даже защищают своих деток, даже сейчас в современном мире. Однако, кроме красной нитки, такими же сильными свойствами, магическими свойствами обладают и нити другого цвета. И как же правильно подобрать цвет нити для того, чтобы привлечь в свою жизнь именно то, что нам нужно больше всего? Что же значит нитки на запястьях? Далее более детально мы с вами поговорим в этом видео. И давайте мы с вами начнем именно с зеленой нити. Помните о том, что именно зеленый – это цвет, который олицетворяет мощь природы. В какой-то степени это даже священный цвет. Считается, что такая нить на запястье способна очищать людские души, защищать их от негатива, от зависти. Также такая зеленая нить дарит владельцу счастья, богатства, а также защищает от болезней. Носить зеленую нить рекомендуется, когда вам нужно адаптироваться в новых жизненных ситуациях. К примеру, когда вы приходите на новое место работы. Именно зеленая нить, она зарядит вас энергией и будет поддерживать ваши физические и душевные запасы и силы. Поэтому именно зеленого цвета старайтесь использовать особенно в этой ситуации. Далее нить изумрудного цвета. Знаете, что любые оттенки зеленого, они сами по себе очень чистые и естественные. Они черпают силу от природы и несут в себе только хорошую энергию. Поэтому изумрудный оттенок не стал исключением. С помощью такой нити на руке вы можете защититься от обмана, от воров, а также даже улучшить свое материальное положение. Именно такая нить, она создает вокруг себя умиротворяющую атмосферу, которая поможет в решении серьезных дел. Если предстоит вам сложный разговор, выберите нить именно темно-зеленого оттенка, и именно такая нить поможет вам в этой ситуации. Далее у нас с вами оранжевая нить, и именно оранжевый цвет, он черпает свою энергию от солнца. Оберег такого цвета несет в себе благородство и честолюбие, стимулирует все чувства и помогает лучше взаимодействовать с окружающими людьми. Такая нить должна быть у каждого человека, потому что именно оранжевая нить привлекает к вам удачу и защищает от множества всевозможных болезней. Далее розовая нить. Вы знаете, магические свойства именно розовой нити открыла еще царица Савская, которая славилась своей мудростью и красотой. Такая нить хорошо подходит для женщин, потому что именно розовая нить, она усиливает женские энергетические потоки. А еще такая нить, это еще и хороший любовный талисман. Далее желтая нить. Знаете, желтая нить, так же самая, как и оранжевая, это цвет солнца. И этот цвет покровительствует творчеству. Нить такого цвета поможет вам в поисках вдохновения и в новых начинаниях.
Этот амулет нужно носить студентам, школьникам, людям творческих профессий, а также колдунам и экстрасенсам. Желтые нити, они способны защитить вас от колдовства и от сглаза. Далее синяя нить. Если вы в поисках своей удачи, то синяя нить как раз для этого и нужна. Потому что синяя нить, она очень хорошо подходит бизнесменам, потому что она дарит успех, она придает независимость, а еще и привлекает удачу, которая поможет одолеть ваших конкурентов. Обладателю такого амулета будет легко сконцентрироваться на важных делах. Она дает гармонию и даже спокойствие. Синяя нить, она развивает достаточно хорошо именно интуицию. Далее голубая нить. Обращаем ваше внимание, что есть синяя нить, синий темный цвет, и есть голубая. Именно голубой цвет и, соответственно, голубая нить. Знаете, что именно голубой – это цвет неба. Он символизирует благородство, чистоту. Нить такого цвета подойдет тем, кто ищет ответ на какой-то свой важный жизненный вопрос и нуждается в добром совете. Именно голубая нить, она поможет вам обрести духовного наставника, решить ваши важные проблемы и преодолеть все страхи. Далее белая нить. Ее очень редко вы увидите на запястье руки. Дело в том, что это белый вообще цвет, и белая нить – это символ чистоты. Нить такого цвета нужна тем людям, кто начинает новую жизнь. Поэтому, если вы, например, пережили какую-то утрату, то такая нить поможет вам справиться с этим. Также белая нить, она является и хорошим оберегом для студентов, для учеников, потому что она может энергетически вернуть интерес к учебе. Далее черная нить. И, конечно же, у большинства людей именно черный цвет, он ассоциируется с негативом. Но есть у этого цвета и другая сторона. Такая нить подарит вам спокойствие и уверенность. Если вы плохо контролируете свои эмоции, вот именно такой амулет для вас. Теперь, друзья, вы знаете, зачем такая нитка на запястье и какого цвета она должна быть. Не менее будет и эффективным и сочетание нитей именно разных цветов. Например, сочетание белого и красного цвета оберегает от физических травм. Такой браслет будет полезен тем людям, чья деятельность связана с риском, например, пожарники или шахтеры. Белая и черная нить – это символ постижения мудрости и считается незаменимым талисманом для школьников и студентов. Красная и зеленая нить вместе привлекают в вашу жизнь любовь. Если у вас есть уже пара, такой амулет поможет вам избавиться от ревности, а также защитит от сглаза и плохой энергии. Хорошо также подходит и для защиты детей. Все, что вам нужно, это чтобы всегда рядом с вами был и успех, и удача, и богатство. Главное привлекать это к себе. Теперь вы знаете, что не только красная нить служит хорошим талисманом, но и нити других цветов. Поэтому вам только нужно подобрать свою ниточку и завязать ее на запястье.